канала. Сегодня хочу вам показать, как можно набрать петли для любой резинки абсолютно 1 на 1, 2 на 2, 3 на 2, 3 на 3. Для любой совершенно резинки простым очень способом, похожим на классический. Значит, вот так вот мы набираем обычным классическим способом, ну смотря какую сторону, конечно же, вы выбрали. Вот та сторона, которая волнушечками идет. И вот эта вот узелковая сторона. Это обычным классическим способом набраны петли и связана резинка. Обычно я выбираю, если обычным классическим способом набираю, выбираю вот эту сторону, где узелковый край. Вот такой вот узелковый край у нас. Кто-то выбирает вот такую сторону. Я ее не очень люблю, поэтому обычно выбирала всегда узелковую. Это обычный классический способ набора. Значит, вот этот, который я вам покажу, основной принцип я показывала вот на этом образце. Резинка 1 на 1. Вот таким образом выглядит набор на лицевой стороне. Выглядит этот набор одинаково с обеих сторон. Вот таким образом он смотрится. То есть у нас получается одна лицевая, одна изнаночная, и она исходит уже вот практически, вот они узелковые пошли. Вот он узелочек, и пошли изнаночные. Значит, и для примера показала, как это делается для резинки 2 на 3, вот 2 лицевые, 3 изнаночные. Вот они узелочки, 2 лицевые, 3 изнаночные. Вот он узелковый край, именно только для изнаночных, соответственно. И резинка 2 на 2. Ну, это уже просто для примера, что это подходит для любой резинки. Набор я буду делать на 2 спицы. Вы, в общем-то, как привыкли, можете делать. Укладываем нить, как при обычном классическом способе. Начинаем набирать. Первая и вторая петля обычным способом мы набрали. Теперь это у нас с этой стороны лицевая, значит, с другой стороны у нас будет изнаночная. Теперь нам нужна другая петля, обратная этой, то есть здесь она у нас лицевая. Изнаночную мы будем набирать вот отсюда, с указательного пальца. И подхватывать будем, вот сейчас показываю, для бабушкиных петель. То есть у вас уже петли встанут так, как вам нужно при вашем способе. Дальше снова обычная петля. Сейчас бабушкина будет петля. С указательного пальца. Вот в эту петлю мы входим на указательном пальце. И захватываем вот таким образом нить. Продеваем в эту петлю. Затягиваем. Снова обычная петля с большого пальца. Теперь снова с указательного пальца. Точно так же, как с большого, только с указательного. Вот таким образом подхватываем нить, протягиваем ее в эту петлю и затягиваем. Снова с большого пальца. Теперь снова с указательного. Таким образом мы и чередуем. Я вам сейчас показываю именно для бабушкиных петель. То есть, когда вы перевернете вязание, начнете вязать по этой стороне, у вас уже петли будут стоять так, как нужно стоять, чтобы они стояли при бабушкином вязании, при бабушкиных петлях. Так, у нас сейчас одна лицевая, одна изнаночная. Вы понимаете, что если с этой стороны она лицевая, на другой стороне она будет изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. То же самое мы делаем только с указательного пальца, только и всего. Поэтому они чередуются. Одна стоит в одну сторону, другая в другую сторону. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Сейчас я вам покажу то же самое, только для классики. Точно так же укладываем на пальцы. Первая лицевая, первая и лицевая петля набраны. Дальше мы точно так же с указательного пальца вот здесь поддеваем, входим в петлю,
Только здесь мы захватываем вот таким образом нить и затягиваем. Снова обычная петля. Теперь вновь с указательного пальца входим в петлю указательного и подхватываем вот таким образом, чтобы они встали как при классическом способе. То есть мы сейчас набрали изнаночную на этой стороне, а на другой стороне она будет лицевой, и она встанет уже так, как нужно при классических петлях. Снова обычная петля, теперь изнаночная с указательного пальца, вот таким образом захватываем. Снова обычная петля, теперь с указательного изнаночная, вот таким образом захватываем. Мы ее просто переворачиваем, так сказать, и она у нас встает уже моими классическими петлями. Далее просто вы поворачиваете вязание и начинаете вязать резинку. Уже у вас петли стоят так, как вам нужно. Вяжете вашими петельками, классическими или бабушкиными. Я обычно вяжу классикой, поэтому и набираю для классики, как для бабушкиных петель, я вам показала. И закончим мы сейчас обычной петлей. Разворачиваем вязание. Вот сейчас наборный ряд у нас, да? И вот перед нами пошли наши петли. Снимаем первую петлю. И мы видим, что перед нами сейчас вот таким образом расположена, снимем ее. Видите? Уже классикой стоит лицевая петля. Провязываем ее лицевой петлей. Далее стоит изнаночная, тоже передней стенкой, правой стенкой вперед. Провязываем лицевая, изнаночная. Далее мы просто вяжем нашу резинку 1 на 1. Если бы я набирала вот как в первом случае, то у нас просто стояла бы сейчас она вот таким образом, как при бабушкиных петлях. И вы вяжете своими бабушкиными петлями также резинку 1 на 1, 2 на 2. Здесь не имеет значения, потому что вы просто набираете 2 раза подряд, например, с указательного пальца, для того, чтобы набрать 2 изнаночных. Вот и, в общем-то, вся разница. Сейчас я вам коротко покажу, как набрать резинку 2 на 2 и резинку 2 на 3. Набираем первые петли обычным способом. Еще одну обычным способом с большого пальца, с петли большого пальца. То есть у нас здесь с этой стороны они будут 2 лицевые, а с той стороны, которая у вас будет лицевой стороной, это будет 2 изнаночные. Вы закончите 2 изнаночными. И теперь 2 изнаночные с этой стороны. Набираю классическим способом, то есть как классическую петлю. Еще одну, как бабушкины, я вам уже показала. Получилось у нас 2 изнаночных, вот они, узелки, и 2 лицевых. Снова 2 обычных петли. И теперь с указательного пальца набираю как при классических петлях, как и бабушкины я вам показывала. Еще одну. Еще 2 обычных с большого пальца и 2 с указательного. Это для резинки 2 на 2. Для резинки 2 на 3, значит, у нас должно быть 2 лицевых и 3 изнаночных. Значит, мы набираем сейчас здесь лицевые. 1, 2, 3. На другой стороне у нас будет 3 изнаночных. Получается, на лицевой стороне 3 изнаночных.
И 2 вот этих на этой стороне они будут изнаночными, а на другой лицевыми. Снова 3 с большого пальца и 2 с указательного. Значит, я набираю сейчас кромочную одну обычную и провязываю, показываю вам, что получилось. Вот что у нас в итоге получилось. Вот такой у нас получился образец резинки 1 на 1. Рассмотрите внимательно. Он одинаково выглядит с обеих сторон. Вот, рассмотрите, видите? Изнаночная исходит уже прям из узелочка. Вот пошли изнаночные. Это образец 1 на 1. Для примера вам показала, как вязать резинки 2 на 3 и 2 на 2. Вот резинка 2 на 3 и резинка 2 на 2. Далее пошла резинка 2 на 2. И тоже выглядит одинаково с обеих сторон этот набор. То есть этот способ подходит для любой резинки. Всем, кому понравился этот способ, ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте. Это очень важно для меня. Всего доброго. Вяжем вместе. Марина.